После недавней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске президент Украины Владимир Зеленский направляется в Вашингтон. Переговоры не привели к договоренностям, хотя за ними внимательно следили. Чтобы помочь нам понять последствия для Украины, к нам присоединился Джордж Кент, бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, бывший заместитель главы миссии посольства США в Украине и бывший посол США в Эстонии. Спасибо, что присоединились к нам, мистер Кент. Добрый день. Добро пожаловать в студию. Спасибо. Заголовки газет по всему миру описывают саммит на Аляске как триумф Путина и конец дипломатической изоляции Владимира Путина. Как вы оцениваете эту встречу, и действительно ли она прошла на 10 из 10, как ее охарактеризовал сам Дональд Трамп? Я видел немало комментаторов, которые называли ее «пустым бургером». Встреча не дала существенных результатов. Самым большим результатом стал выход Путина из дипломатической изоляции и его способность видеть фотографии, на которых он спускается на красную ковровую дорожку в США. Я думаю, что это было самым значительным достижением Путина. Он ничего не привез, он ничего не дал, и это классические российские переговоры. Так что я не думаю, что были конкретные результаты. Сейчас идет процесс, важные фигуры, которых не было на Аляске. Это президент Украины Зеленский и европейские лидеры. Накануне саммита сообщалось, что встреча может продлиться 6 или 7 часов с запланированным обедом и более широкими командными обсуждениями, но все они были отменены в последнюю минуту, и даже формат 1 на 1 был изменен на 3 на 3. И исходя из вашего дипломатического опыта, о чем сигнализируют эти изменения, произошедшие в последнюю минуту? И считаете ли вы, что было лучше, что Трамп не был наедине с Путиным? Для людей, которые смотрят с одной стороны, положительная сторона для Путина — его приезд. Негатив для России заключался в остальных сессиях. Действительно, запланированный обед для большой делегации был отменен. Это говорит о том, что больше нет смысла обсуждать расширение американо-российских отношений, о котором сообщалось ранее. Кроме того, тот факт, что это не была длительная встреча 1 на 1, как в Хельсинки, показывает, что команда Трампа понимала опасность длительной встречи 1 на 1 между Путиным и Трампом. И по языку жестов видно было, что американские чиновники остались недовольны. И вам не нужно на меня полагаться. Так Fox News освещал это в прямом эфире в комнате. Таким образом, думаю, что у команд Путина и, возможно, Трампа были большие ожидания. А на самом деле их было меньше, чем казалось на первый взгляд. Вы действительно думаете, что у Путина были какие-то ожидания? Потому что, как мы знаем, его условия по окончанию войны в Украине аналогичны тем, которые были в 2024 году и даже в 2022 году, если речь идет о начале полномасштабного вторжения. И теперь Путин все время говорит, что нам в принципе нужно изменить то, как Украина хочет развиваться. Например, я говорю о членстве в НАТО, я говорю о его европейском пути и так далее. Я не думаю, что военные цели Путина хоть немного изменились. Путин не заинтересован в мирном соглашении с Украиной. Он заинтересован в уничтожении украинского государства и включении частей Украины в состав России. Это всегда было его планом. А так называемый мирный процесс или дипломатические переговорные процессы — это лишь способ дойти до его цели. Он снова демонстрирует, что может нарушить установленные условия, как было в Минских соглашениях 2015 года. В Минске были канцлер Германии Меркель и президент Франции Олланд. Они подписали соглашение. Через неделю он нарушил соглашение о прекращении огня.
Честно говоря, я не вижу смысла в соглашениях, которые подписывает Россия. Подобный русский способ ведения переговоров об Украине был с 1654 года с Переяславского договора. Хмельницкий не думал, что подписывает отказ от независимости Украины. Вот что произошло. То же случилось в Ялте, когда Черчилль и Рузвельт думали, что создают частичную независимость Восточной Европы. Советский Союз и Сталин создали единый Восточный блок. Так что это русский способ ведения переговоров с 1654 года. Сейчас в СМИ много спекуляций на тему соглашения Трампа и Путина. Согласно сообщениям, Путин выступает за всеобъемлющее соглашение, в то время как Трамп предпочитает быстрый мир. Каким вы видите наиболее вероятный исход этой встречи? Наиболее вероятным исходом является продолжение боевых действий. Это реальность с февраля 2015 года с Минских соглашений, с 2014 года с начала войны. Это не трехлетний, а 11-летний процесс. Война могла бы завершиться на условиях россиян. Если кто-то глупо просто примет условия России, это может закончить войну. Принятие условий россиян означает согласие с оккупацией и разрушительными последствиями в Крыму и оккупированных регионах Донбасса, Херсона и Запорожья. Это не мир. Это оккупация. И я думаю, что реальность такова, что люди встретятся, как они это делали с 2015 года, но это не положит конец войне. А исход войны будет решаться на поле боя между украинской и российской армиями. Запад должен тверже поддерживать Украину и давить на Россию. Это конфискация замороженных 300 миллиардов для передачи Украине на восстановление в условиях войны. Это высокие санкции против теневого нефтяного флота и вторичные санкции для тех, кто продолжает торговать с Россией, поддерживая ее военную машину. Сенатор Линдси Грэм заявил, что война может закончиться к Рождеству, если Зеленский, Трамп и Путин встретятся. Верите ли вы в этот сценарий и верите ли вы, что Путин на самом деле встретится с украинским президентом, учитывая, что он считает его нелегитимным? Он уже встречался один раз в Париже в декабре 2019 года. Это был еще один пустой бургер. После Парижа ничего не произошло. Бои продолжались. Путин ездил в Минск в феврале 2015 года и встречался с Порошенко, Меркель и Олландом. И они пришли к соглашению. А через несколько дней российская армия захватила Дебальцево. Я не думаю, что встреча Трампа, Зеленского и Путина завершит войну, как это не сделали Олланд, Меркель, Порошенко и Путин в феврале 2015 года. Это возможность для сторон выдвинуть свои требования, но Путин не собирается соглашаться на разумные условия, которых хотят Зеленский и украинский народ. А Зеленский и украинцы не согласятся на условия оккупации Путина. Если мы говорим о двусторонней встрече Трампа и Путина и о последних событиях, видите ли вы какие-либо риски того, что Украина может быть оттеснена на обочину будущих американо-российских переговоров? Если посмотреть на состав американских чиновников, которые отправились на Аляску, то многие из них не играли какой-то особой роли в российско-украинской войне. Потенциально они могли бы провести более широкий разговор об американо-российских отношениях. Но эта часть встречи, расширенный обед, не состоялся. Всегда есть потенциал для более широкого разговора. Но я думаю, что если вы посмотрите на язык тела и на то, что произошло при сокращении общего собрания, то увидите, что этого не произошло на Аляске. И еще предстоит определить, состоится ли этот более широкий разговор в будущем. Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Вашингтон после разговора с Дональдом Трампом. Какие темы вы ожидаете от их обсуждения, и считаете ли вы, что существует риск повторения сценария в овальном кабинете, когда на украинского лидера могут оказать давление, чтобы он принял предложение Трампа и Путина, например?
очень важно, чтобы президент Зеленский и президент Трамп встретились лицом к лицу и провели беседу. Существует тенденция к тому, что президент Трамп повторяет и говорит то, что слышит от последних собеседников, с которыми встречается. Несколько дней назад у него был разговор с лидерами Европы, включая Мерца и Зеленского, о прекращении огня. Он поехал на Аляску, встретился с Путиным и отказался от прекращения огня и сосредоточился на долгосрочном мире. Встречи и разговоры между Трампом и Зеленским очень важны. И мы увидим, как далеко зайдет этот разговор. Но это не решит фундаментальных вопросов. Основной вопрос не в том, что должна сделать Украина для остановки российской армии, а то, что Россия сделает, чтобы остановить свою смертоносную войну вторжения и оккупации. А это зависит от западных стран, которые должны принять жесткие меры против России и поддержать Украину. И я скажу, что большинство американцев очень поддерживают предоставление большей помощи Украине. Это не партийный вопрос. И республиканцы, и демократы поддерживают предоставление большей помощи Украине. Я езжу по США на велосипеде, собирая средства для украинских подразделений. Все американцы, с которыми общаюсь, поддерживают Украину и ее успех. На высшем государственном уровне политики и простые американцы искренне поддерживают Украину. Но как вы думаете, будет ли Трамп в будущем поддерживать и Украину? Я имею в виду военную помощь. Я думаю, что на данный момент позиция США при президенте Трампе и нынешней администрации заключается в том, что они разрешают продажу американского оружия Украине, в первую очередь европейским странам, покупающим американское оружие. На данный момент действительно складывается впечатление, что масштабная военная помощь, которая имела место при администрации Байдена, не продвигается вперед. Но, как вчера упомянул президент Трамп в своем интервью телеканалу Fox News, именно во время его первого срока США первоначально предоставили Украине джавелины. Так что есть послужной список в прошлом. И президент Трамп даже в своей тарифной политике уже имеет послужной список угроз, предложений, их отзывов и тактического изменения окончательной позиции. Так что встреча между президентом Зеленским и Трампом в Белом доме критически важна для отношений между США и Украиной в будущем. Вы занимали должность заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии во время первого срока Трампа. И с вашей точки зрения, насколько серьезно Белый дом и Трамп, в частности, относятся к историческим лекциям, которые любит читать Путин, особенно о связях России и Украины, Киевской Руси и так далее? Президент Трамп тогда является президентом сейчас. Его команда очень разная. Многие чиновники первой администрации Трампа имели опыт в сфере национальной безопасности и работе с Россией и даже с Советским Союзом. Нынешняя команда во второй администрации Трампа не обладает таким опытом и знаниями ни по России, ни по Украине. Так что на самом деле все сводится не столько к команде, сколько к самому президенту Трампу. А Путин может читать лекции, доставать карты и давать свою фальшивую версию истории Украины и истории России. Честно говоря, я не думаю, что это имеет значение для президента Трампа и его команды. Это скорее часть российской информационной кампании для россиян и людей на Западе, чтобы запутать и разделить их. И именно таким был российский подход в рамках доктрины активных мер ЧОКа, вплоть до ФСБ, чтобы разделить Запад, использовать дезинформацию в качестве оружия и попытаться ослабить солидарность тех, кого они считают своими противниками. И это включает в себя Украину, это включает в себя Западную Европу, это включает в себя Соединенные Штаты. Дональд Трамп заявил, что не будет вводить новый пакет санкций против России, по крайней мере, сейчас.
Чем вы могли бы объяснить эту задержку с новыми санкциями против России? Потому что, как мы знаем, это был сначала ультиматум на 50 дней, потом на 10 дней, и сейчас мы тоже не видим новых санкций. Как это можно объяснить? Я думаю, если вы оглянетесь на январь и использование угроз, а затем фактическое введение санкций, позиции, о которых президент Трамп говорит публично, иногда меняются ежедневно. И поэтому сейчас сложилась странная ситуация, когда он не ввел дополнительные санкции против России, но он ввел дополнительные санкции против Индии за покупку российской нефти. Он не вводил эти санкции аналогичным образом в отношении Китая, который также покупает российскую нефть. Так что, как я уже упоминал ранее, сложилась такая схема: угроза введения санкций и последующее отступление в последний момент. И я предполагаю, что эта тенденция, которая сейчас хорошо устоялась, не только в отношении Украины и России, но и в отношении стран по всему миру, скорее всего, сохранится. И последний вопрос о гарантиях безопасности, потому что совсем недавно стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коалиция желающих продолжит работу над гарантиями безопасности для Украины. Какой сценарий вы видите с точки зрения гарантий безопасности, особенно с американской стороны? Я думаю, что детали по этому вопросу абсолютно необходимы. За последние 30 лет много говорилось о Будапештском соглашении. А в Будапештском соглашении 1994 года, в конце концов, США настаивали на том, чтобы это слово использовалось как гарантии, а не соглашение. И это отсутствие гарантий безопасности, в отличие от заверений, создало много путаницы за последние 30 лет. Таким образом, конечной гарантией является готовность послать свои войска на защиту друга или союзника. В этом суть гарантии статьи 5 НАТО. Это не обязательно должно быть в контексте НАТО, но эта готовность воевать за друзей и союзников — это в конечном итоге то, к чему стремится каждая страна. И именно поэтому так много стран вступили в НАТО за последние 30 лет, включая Финляндию и Швецию. Швеция была нейтральной в течение 200 лет. Теперь она вступила в НАТО, потому что хотела получить гарантию того, что страны придут на ее защиту в случае нападения России. Мистер Кент, спасибо вам за эту беседу и за ваши идеи. Спасибо, София. Спасибо, что были с нами сегодня. Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться. Подпишитесь на X-аккаунт «Война и политика 24» для новостей. Ссылка есть в описании к видео.